Сегодняшняя книга, представлена вашему вниманию, посвящена жизнедеятельности одного из 20 бакинских комиссаров. Прочитав эту книгу, этот труд, мы видим, что столько времени советского периода мы его знали как героя, но факты, данные, архивные материалы доказывают о том, что столько было сделано преступлений против человечества, против азербайджанского народа. Известный ученый Элдар Исмайлов в своем труде раскрыл полностью облик Степана Шаумяна. Мы сегодня с вами, презентуя вот эту книгу, представляя вашему вниманию, думаю, что и российский читатель тоже должен знать правду о Степане Шаумяне. Мы обсуждаем эту книгу в ситуации, которую я бы попытался охарактеризовать, сказав о 3 контекстах. Первый контекст – это, хотел сказать, общероссийский, хотел бы сказать, общесоветский, скажу евразийский контекст. Евразийский контекст. И в этом контексте есть мнение россиян, России, есть мнение других и так далее, и так далее. Есть контекст азербайджанский, которым создавался, в этом контексте создавался этот труд. И есть контекст, связанный с личностью историка. Я хотел бы вот в эти все 3 контекста. Значит, во-первых, Шаумян для Азербайджана ясно, что фигура зловещая, однозначно зловещая. В связи, я имею в виду мартовскую, так сказать, бойню, в связи с этим для грузин отрицательная фигура Шаумян. Но они особенно и не высказываются по этому поводу. Для армян сложная фигура. Во-первых, при отрицании большевистской линии в Шаумяне это не очень им льстит. А с другой стороны, все-таки он не только их сородич, но вместе с тем контактировался с теми фигурами, которые, допустим, в Армении считаются национальными героями. У Шаумяна была телеграмма «Вождю армянского народа Андронику». Такая телеграмма есть за подписью. Поэтому заодно эту телеграмму армяне почитают. Но вместе с тем вот это большевистское происхождение немножко путает карту, и поэтому немножко, так сказать, так уж огульно или оголтело положительно не рассматривают. То есть сложные отношения. В России тоже очень сложное отношение к Шаумяну. Очень сложное. С одной стороны, он как бы выступал представителем России в Закавказье. Он был, так сказать, он выступал представителем, то есть, в конце концов, весь сыр-бор, вообще-то говоря, шел из-за бакинской нефти. Это давайте, так сказать, прямо скажем. Весь сыр-бор шел из-за бакинской нефти, которую, так сказать, Россия никак не могла потерять. Поэтому, посылая Шаумяна, значит, имели в виду, что и потом, значит, какая-то нефть шла. Вот этот момент очень важный для уяснения того, почему, так сказать. Ну и советская власть, конечно, очень была профаном в национальных отношениях, в национальных проблемах. И не понимала, что нельзя на Кавказ посылать к чрезвычайным комиссарам армянина. Сталин это понимал, говорил об этом, но как-то он это не очень на этом, так сказать, и не настаивал, во всяком случае. И в России сложные отношения к Шаумяну еще и потому, что не потому, что есть улица 26 бакинских комиссаров, это тоже фактор, так сказать, такой. Я бы не хотел, чтобы эту улицу переименовывали, лично я. Для Азербайджана это действительно, значит, поэтому Россия тоже неопределенна в своем отношении к Шаумяну.
И тут, конечно, колоссальную роль играет армянское лобби. Мощное армянское лобби в России, которое было и в советские годы, и досоветские годы, и так далее. То есть я на эту тему распространяться не буду. В Азербайджане он, с одной стороны, так сказать, зловещая фигура, но с другой стороны мы не должны совершенно... У меня даже был такой, значит, тезис о том, что вот смотрите, там, допустим, молодоженов в Баку ведут к памятнику 26, олицетворяющему дружбу народов, потому что вот этот бренд, который был придуман, очень удачно он работал, этот бренд, дружба армян, грузин, азербайджанцев и русского народа, Фиолетов, Джапаридзе, там, Шаумян. Этот бренд хорошо работал, и, кстати, он сыграл немалую роль в формировании интернационального сознания в Азербайджане, потому что в советские годы на всех уровнях, на самых высоких и самых низких, я слышал, в советские годы, в разгар совет, ну, всем известно, что армяне националисты, но азербайджанцы интернационалисты. Вот этот тезис, он действительно, так сказать, фигурировал во всех сферах государственной власти и писательской, так сказать, что да, мы знаем, ну, так сказать, ну, терпим, ладно. Но на самом деле, так сказать, армянское лобби играло колоссальную роль и в те годы, я повторяю. Поэтому вот этот момент для доказательства, говоря, смотрите, армяне ведут молодоженов к этому самому, к могиле, не к могиле, а к памятнику так называемых жертв, армянских жертв в Оттоманской империи. То есть внедрялся в течение десятилетий, в азербайджанскую массу внедрялась идея интернационализма, а в армянскую массу внедрялись идеи национализма, ненависти, гнева и так далее, и так далее. Поэтому, ну и в этом контексте, значит, я должен еще сказать контекст творческий контекст историка Эльдара Исмаилова. Дело в том, что он один из немногих, повторяю, немногих, может быть, даже этих пальцев не хватит, чтобы почитать, историков в Азербайджане, которые пытаются в условиях разгула и хаоса, исторического хаоса, сказать объективную истину, объективно рассказать о том, как было. У него есть потрясающая книга «История Азербайджана», потому что с развалом Советского Союза и в России, и в других регионах идет такое засилие антиисторизма, такое засилие, когда, ну, для примера, допустим, Узбекистан выпустил историю Узбекистана. Все, что было до советского периода, подробно описывается, советский период полностью отсутствует. И начинается с президента, значит, новая история Узбекистана. То есть в условиях разгула таких мифов, советские годы тоже были мифы. Советские годы, классовый подход – это мифологический подход к истории. Это надо знать, классовые подходы мифологические. Что выгодно берем, что не выгодно. Но сегодня идет такой, и в условиях, и в Азербайджане тоже идет мифологизация истории, и поэтому я повторяю, что Эльдар один из немногих, которые пытаются все-таки показать историю так, как все-таки на самом деле было, хотя чистой объективной истории нигде не сыщешь, объективной истории, наверное, никогда и не было полностью объективной, но приближение к объективности у Эльдара Исмаилова наблюдается, и в этом ценность его этой книги. Книга с таким названием, она обязывает ко многому, особенно в наше время, когда разрушение мифов о жизни как подлинных, так и мнимых героев стало особенно популярным. Полезно, когда историки и политологи вносят свою лепту в разъяснение, исправление или уточнение привитых нам в молодости представлений об исторических личностях, сыгравших значительную роль в развитии наших стран. Ну, конечно, важно, чтобы это было объективно, и я надеюсь, что эта книга объективная.